Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан встречает фотографию своей матери, они с Бараном переживают небольшой шок. Когда он становится очень счастливым и задается вопросом, где была сделана эта фотография, Баран говорит: «Мы найдем все ответы». Когда Дилан поворачивается к женщине и говорит: «Извини, я забыла о тебе из-за моего счастья», женщина говорит: «Мне бы хотелось сделать для тебя что-нибудь еще, детка», и обнимает Дилана. Баран оставляет женщине свою визитку и говорит: «Если у вас будут какие-нибудь новости, пожалуйста, позвоните мне». После того, как Ферат отправляет письмо Салиху, он приходит к Гулю и спрашивает: «Разве я неправильно расслышал?» Когда Гуль говорит: «Да, мы поженимся», Ферат от счастья обнимает Гуль, поднимает ее в воздух и кружит. Госпожа Сабиха плачет, задаваясь вопросом, обманул ли меня Хикмет и разлучил меня с моей дочерью. Интересно, ищет ли она его, как и я, и думает ли об том, чтобы обнять мою мать. Тем временем Хевен звонит ему и сообщает, что возьмет образцы, взятые из могилы Дилана и Гэжи Сабихи, для анализа ДНК. Цеврии приходит в себя и говорит, что Германия – это ложь, потому что беременность рискована. Хотя госпожа Ханифе говорит, что мы никуда не пойдем, удачи вам и малышам, Севрия плачет, что мы не смогли поехать из-за меня, что если Баран нарушит свое обещание, что если что-то случится. Пока Баран и Дилан идут рука об руку, он объясняет, что отсутствие у Дилана детской фотографии означает, что его на самом деле усыновили. «Баран, ты испытаешь все, чего хотел и чего тебе не хватало в прошлом. Теперь мы начинаем новую жизнь, наша семья и твоя мама вместе, теперь все будет хорошо». Когда Дилан говорит Барану, что ему хотелось бы иметь более четкое фото, Баран говорит: «Я найду его, не волнуйся, я скажу Акану, если есть другие фотографии, он их тоже найдет». Дилан говорит Барану: «Я рад, что ты здесь». Ферат приходит на деловую встречу и участвует в деловой встрече с Джавахиром. Он спрашивает: «Дядя, ты смотрел 5 статью в соглашении, представленном Джавахиром?» Когда господин Кудрет говорит: «Да, ты прав, сынок, давай поговорим с адвокатом», Джавахир отвечает, что в этом нет необходимости, очевидно, наш адвокат был назойливым человеком. Сразу после этого Шаир злится и говорит: «Немедленно позвоните и прекратите отношения этого адвоката с нами. Нам нужны люди, которые будут работать должным образом». Господин Джавахир говорит Гану Кудрету: «Давайте забудем об этом соглашении, вы готовите новое, давайте его подпишем, наше намерение не обидеть наших друзей, а заняться делом, чтобы укрепить нашу дружбу, извините», и уходит. После того, как Джавахир уходит, господин Кудрет благодарит Ферата, говоря: «Я рад, что ты заметил, сынок, иначе мы бы это подписали». Когда Дилан говорит, что время никогда не течет, и я никуда не могу вписаться, Баран говорит: «Позволь мне отвезти тебя куда-нибудь, чтобы изменить твою атмосферу», и они планируют поехать в Мардин. Пока Хасан провожает Джавахира, Джавахир ругает его за то, что сделал Ферат. Пока госпожа Кадер и Гуль готовили чемодан Баранца, пришла госпожа Азади и разозлилась, спрашивая: «Что вы здесь делаете?» Госпожа Кадер сообщает нам, что господин Баран позвонил нам и попросил отправить чемодан в аэропорт, потому что они собирались в Мардин. Госпожа Азади ругает Гуля, говоря: «Не откладывай, тогда немедленно приступай к глажению», и уходит. Когда Ферат сообщает Джихану, что они поженятся с Гулем, Джихан очень счастлив. Пока Гуль гладит, пора подавать заявку на свадьбу, и пока она думает о том, как покинуть особняк, приходит госпожа Азади, ей не нравится глажка, и она переделывает ее. Джихан приходит со своим костюмом и хочет отправить Гулькуру почистить его. Когда госпожа Азади злится из-за того, что рассказала охранникам, она убеждает Гуля, что я собирался попросить ее купить духи или что-то еще, но охранники не понимают. Баран и Дилан находятся в аэропорту по пути в Мардин. Пока Гуль находится в дороге, Ферат бежит за ней, и когда он внезапно обнимает ее, Гуль пугается. Гуль очень запаниковал, и они с Фератом отправились, чтобы как можно скорее провести процедуры.
Дилан и Баран прибыли в Мардин, и настроение Дилана уже меняется. Когда Берон говорит: «Я знаю, что тебе нравится, а что не нравится, меня очень радует, что ты счастлив», Дилан обнимает его. Когда вы спрашиваете, где вы хотите побывать, Дилан отвечает: «Я хочу увидеть каждое место, где вы родились и выросли». Когда Берон предупреждает вас, что вы можете устать, Дилан отвечает: «Я очень рад узнать о вашем детстве, оно того стоит». В этот момент господин Кудрет звонит Барану. Господин Джевдит и Сеет повсюду искали Гэжу Эсру и не могли ее найти. Мистер Сеет думает, как он будет счастлив, когда мы найдем мать Дилана. Пока госпожа Кадер работала на кухне, госпожа Азади пришла и отругала Гуль, спросив, где она. Госпожа Кадер сказала: «Я назвала ее Розой, чтобы ты всегда улыбалась, когда улыбается лицо Гуля». Она сказала: «Конечно, мы будем смеяться над Розой, мама всегда говорила, что нет печали или уныния». Это приходит на ум Гэжи Кадер, и она молится, чтобы не сделала ничего сумасшедшего. Баран и Дилан ходят по улицам Марди рука об руку, и оба очень счастливы. Берон сажает Дилана на лошадь, затем они обнимают друг друга, на месте. Баран целует Дилана в лоб. Баран приводит Дилана в место, откуда открывается вид так, словно весь Мардин находится у него под ногами. Дилан говорит: «Я каждый день благодарен за твою любовь», а Берон говорит: «Я тоже благодарен за твою любовь». Когда Дилан говорит спасибо за то, что заставил меня жить в этой сказке, Берон говорит: «Спасибо за то, что ты моя сказка», и целует ее в лоб. Пока они наслаждались моментами, полными любви, любуясь видом, Хасан попросил мужчину сопровождать их, чтобы сообщить ему, где они находятся и что делают. Гуль и Ферат подготовили все документы, но когда Гулю не нравится сделанная фотография, Ферат смотрит на фотографию и хвалит ее. Он внезапно говорит: «Ты сказал мне вынуть единственный камень и выбросить его, но я не выбросил его, я знал, что однажды надену его на твой палец», и надевает его на палец Гуля. Когда Джевдит видит лежащую Севрии, он паникует и объясняет, что госпоже Ханифе было больно, мы пошли к врачу и сказали ей послушать. Когда Цеврии забывает и просит что-то из своей сумки, Джевдит видит паспорта, немедленно звонит Ханифе и спрашивает, что они означают. Гуль и Ферат рады, что на свадьбу остались только подписи. Дилан устал и его туфли повредили ноги. После того, как Баран усадил его на кровать, он говорит, что нам нужно снять с него обувь и нанести крем. Дилан говорит, что справится, но Баран не позволяет. Ей становится не по себе, когда Берон натирает ей ноги кремом и тут же опускает ногу. Когда Берон понимает, что она пытается сбежать от него, он выходит из комнаты, говоря: «Я позабочусь об обслуживании номеров». Сердце Дилана, кажется, остановится от волнения. Госпожа Сабиха говорит, что любит синий цвет, как и Дилан. «Проходят часы», — говорит он, — «и если результаты придут, то они придут как можно скорее». Пока они разговаривают, приходит новость, что ткани, взятые из кладбища, целы. Как только Гуль входит на кухню, госпожа Кадер злится, спрашивает, где вы были до этого часа, и говорит: «Не делайте этого больше». Госпожа Азади очень злится, когда не может вас видеть. Дилан принял душ, переоделся и заплетал волосы. Когда Баран пришел и пожелал удачи, они скоро принесут еду. Когда Дилан сказал: «Я не заплетал волосы, я не вижу спины и как оно выглядит», Берон дарит ему зеркало в подарочной коробке. Когда Дилан благодарит ее и говорит: «Какое красивое зеркало», Берон говорит, что она не красивее тебя. Когда Дилану не нравится коса, Берон распускает ей волосы и гладит их. Потом они встают, Баран говорит: «Пусть будет расстегнута, так красивее», и ему нравятся ее волосы. Затем он обнимает Дилан за талию и притягивает ее к себе, и они смотрят друг на друга. Человек Хасана Нихат сообщает, что Баран и Дилан остановились в отеле. Хасан рассказывает об этом Гэже Азади и просит ее продолжать следовать за ним. Пока Гуль забывает кольцо на пальце и в панике снимает его, приходит госпожа Азади, ругает ее и просит приготовить кофе.
Гуль говорит: ладно, это принадлежит твоей даме, и когда она собирается это сделать, госпожа Азадет снова кричит, а Гуль паникует и роняет сумку, в которую она бросила кольцо. Сумка падает, и из нее вылезает свадебное свидетельство и кольцо. Когда Дилан и Берн собираются поцеловаться, они стучат в дверь, и Дилан говорит: «Дверь». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.